Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. С вами Анастасия Коваленко. Сегодня у нас будет расклад на 4 королей на тему «Новый знакомый. Перспективы знакомства». Выбирайте любого загаданного короля. Если вы знаете знак зодиака вашего человека молодого, да, вашего знакомого, вы можете выбрать по знаку зодиака, можете по характеристикам выбрать, ну, либо же вам просто какой-то король понравился. Итак, определяйтесь, а мы начинаем. Первый вариант – король Динариев. Итак, давайте посмотрим на вашего знакомого, что вообще он о вас думает, да, чтобы понимать, есть ли какие-то перспективы с ним, да. То есть расклад на тех, кто вот недавно познакомились, да. Не на бывших, а на нового. Итак, что данный человек думает о вас? Ну, что вы где-то отшельник, да, то есть такая дама, которая любит уединение, вы самодостаточны, вы цените себя, вам достаточно комфортно на сегодняшний день, ну, в той ситуации, в которой вы есть. То есть у вас есть дом, то есть даже если у вас там может быть не очень стабильное положение, как вы считаете, да, может дом есть, но там в нем требуется ремонт, там еще что-то, это сейчас не имеет значения. У вас есть свое жилье, ну, либо же у вас, ну, вы не на улице, скажем так, да, то есть у вас стабильно в этом плане. У вас даже если маленький доход, но у вас есть, вам достаточно. То есть вы для него, скажем так, создали такую картинку, где вы самодостаточный человек, что вы такая самодостаточная, уверенная в себе, даже если это не так. Даже если вы просто ведете себя так, да, внутри там, может, там вас и подавляли, издевались, и вы много чего прошли, как говорится, и Крым, и Рим, да, и вам сложно и больно где-то, да, пришлось восставать из пепла, да, не один раз, то все равно даже если неуверенность у вас внутри есть, вы ему протранслировали свою уверенность. То, что вы, как бы, вы и без него можете, то есть вы классная, он это вас увидел. Но и, в принципе, как-то вы не держите здесь, вы прям не набросились там на него, все, давай, пошли в ЗАГС. Вы имеете свою ценность, имеете гордость, имеете свое какое-то состояние такое, как бы вы достойны чего-то большего. И здесь человек уже задумался, а потяну ли я? То есть как-то вот так он увидел вас в таком достойном свете. Что он думает по поводу ваших отношений? Планирует ли вообще что-то развивать, да? А вы звезда, которая прям с небес спустилась на него. Вы просто мечта, предел мечтаний. И вот вы вот совсем рядом, просто дотянись рукой. Вот вы. Ну, а вдруг я проснусь, да? Вдруг сейчас мечта рассыпется. То есть здесь человек вас хочет и желает. Но будет ли он действовать как-то не очень, да? Повешенный выходит. Потому что, ну, вы как-то его прибили своим авторитетом, своей классностью, да, если можно так сказать. То есть он увидел вас настолько шикарной для него, даже если вы себя внутри не чувствуете так, но вы подали себя для него так, что он понял, да ну его, потянули я такую женщину. Да? Это ж надо соответствовать. И он пока здесь, может быть, затаился, он, может, здесь не звонит, или пока что никаких-то движений не будет произведено, но, по крайней мере, он ну, как может в затишье уйти, либо в глубокую такую задумчивость, глубокую, да, потому что, ну, женщина классная, офигительная, а достоин ли я, да, а смогу ли я потянуть? То есть как-то вот здесь человека просто накрыло, вот он вас хочет и физически, и вообще как бы желание быть с вами, но пока что он, скажем так, вы на него произвели впечатление, даже с чересчур, что он почувствовал себя где-то мелкой букашечкой, да, по сравнению с вами. Давайте посмотрим, есть ли какие-то перспективы, да, или будет ли он вообще проявляться к вам, несмотря на то, что он какой-то такой сейчас ошеломленный, да. Ну, смотрите, пока что он проявляться не будет.
О перспективах пока что говорить рано. Человек еще сам не пришел в себя, еще сам не осознал вообще, чего он хочет, и вообще как бы он еще не понял. Да? То есть здесь состояние неопределенности. То есть мы не можем решать за человека и навязывать ему свою волю. Человек должен сам к этому прийти. То есть пока что чистка не идет. То есть на сегодняшний момент он пока не готов что-то делать. Он еще в состоянии офигевания, скажем так. Он просто думает, а может вы это придумали. Он как-то начинает какие-то мысли тоже себе кидать. То есть вот такая классная, а может это неправда, а может вы врете там, да. Или так несправедливо, а почему женщина такая классная, а у меня там нет такого, я не такой классный. И как-то ему казаться, он здесь может быть либо безработный, кстати, либо потерял недавно работу, либо считает, что та работа, которая у него есть, ну вообще не котируется по сравнению для того, чтобы быть рядом с такой женщиной, как вы. Может, вы такую планку там подняли, что он просто понял, как бы, да, ну куда я, где вы, вон какая-то вот красавица, вообще крутая, а где я там какой-то там, ну ё-моё, то есть как-то вот такое вот произвели на впечатление, что он как-то вот, не знает, бросается в такие крайности, не знает, как вообще себя вести, что делать и куда вообще ему потыкаться. То есть тут такая женщина, что что-то не так, там ему будет несладко, да. То есть как-то вот слишком произвели впечатление, да, такое вот здесь, ух, такая женщина, ух. Хорошо, давайте вам совет дадим в отношении данного мужчины. Андрей, действовать здесь не надо. На самом деле вы тут и так слишком, видать, а, оказали какую-то такую активную позицию, да, что ну, человека просто накрыло. Чуть-чуть ли не, знаете, мужчины, они, женщины могут либо как спонсировать, то есть, ну, как в смысле, по-отечески, да, то есть как заботиться, то есть когда он видит, что она слабее его. А когда она на уровне с ним, а то и вдруг выше его в каких-то параметрах, в интеллектуальных там возможностях, в какую-то власть имеет, да, то тут вы становитесь на уровень конкурента, и здесь как это уже не столько женщина будет вас смотреть, а как на какой-то вот трофей, а смогу ли я, потяну ли, или ну его, пойти что-то попроще найти. То есть вот здесь вот такая задача. Но в любом случае, вам же нужен сильный мужчина, не слабее вас. Поэтому вы все, что могли, сделали. Вам не значит, что надо было как-то поступать по-другому. Вы поступили так, как вы считали нужным. Потому что вы такая. И, соответственно, если человек не тянет, может, вам и не нужен именно этот человек, да, значит, будет другой, который будет вам соответствовать. Не соглашайтесь на то, что вам не надо, как бы, но зачем вот человек, который до вас не дотягивает, который не уверен, который, даже если человек может там меньшего быть статуса, но если он вами загорится, он сделает все, он и свой статус поднимет, да, и он будет все для вас делать, что вы действительно захотите с ним быть, но он будет эти действия делать, не вы. Самой себе мужчиной вы можете быть и сами, тогда зачем он нужен, да? Скажем так, поэтому здесь ничего не предпринимайте, вот пусть он там созревает. Не созреет, ну, значит, этот не созреет. Это не значит, что на нем сошелся свет клином, правильно? Хорошо, спасибо данному варианту. Отпишите в комментариях, насколько с вами срезонировало, какие у вас вообще впечатления о данном партнере, поделитесь. А мы переходим к следующему варианту. Король жезлов. Что данный человек, посмотрим, думает о вас. Ну, чтобы понимать, какие вообще перспективы возможны ли вообще, да. Что данный человек думает о вас. Ну, смотрите, он может здесь думать, ну, либо же вы ему сказали, да, что вот как-то вы вышли из каких-то отношений. Кроме того, он вас хочет, он желает, но сейчас на вас больше смотрит как на желанный объект. Понятно, что ж объект это несуществительное, да, то есть это не субъект. Субъект, когда мы видим личность, да, человека, а объект это все-таки как, ну, предмет желаний.
что-то желанное, что-то, но предмет. То есть пока что человек просто вас хочет, желает, вы для него лакомый кусочек. Вообще планирует ли он с вами что-то развивать в дальнейшем? Ну, смотрите, пока что вышел повешенный, древо жизни тоже перевернуто. То есть пока что семьи, по крайней мере, с вами он точно не планирует. Ну, исходя из того, что мы сказали изначально, то есть пока что у него даже в голове, в принципе, это и не было, да. То есть он просто хочет с вами провести время, заполучить вас как трофей, как что-то классное и желанное, да. То есть и он пока что именно вот в этих а, эмоциях и пребывает. Кроме того, он может рассчитывать на то, что вы, возможно, вышли из отношений, которые вас расстраивали, да, где-то вот деморализировали, да, и, скорее всего, вы можете стать для него легкой добычей для того, чтобы он мог осуществить свои планы. То есть вы хотите отношений, наверное, да, ну, а он здесь подвернулся. Поэтому, может быть, под эту лавочку и пройдет как-то с вами а, повзаимодействовать на выгодных для него условиях. Но здесь он напал, скорее всего, не на ту женщину, да, поэтому пока что он здесь принимать ничего не будет. Поэтому о развитии отношений, как бы, ну, смысл спрашивать. Да давайте возьмем вам совет, как вам поступать вот на данный период. Если он затаился, да, ничего не принимает, конкретники никакой не дает, да. Смотрите, слушайте свое сердце. Вы можете с ним взаимодействовать, то есть если вы понимаете, что человек проявляется к вам действительно, изучая вашу душу, хочет вас знать, хочет, чтобы, скажем так, не просто тело знать, но и душу знать, но и вашу боль, ваши страхи, да, познать ваши не только плюсы, но и минусы, и понять, что он хочет их видеть, знать, как-то принимает их, да. То есть создавайте отношения, когда это действительно будет единение душ. Если он этого вам дает, по крайней мере, пытается, да, может, даже он еще этого не понимает, да, ну, допустим, желание будет подталкивать его, пусть пока что он еще там не думает о чем-то серьезном, там, с вами, он там надеется, там, какие-то не свои, но это не значит, что он может не влюбиться потом, да, узнав вас поближе. Поэтому стройте отношения именно с этой позиции, выстраивайте отношения близкие духом, по духу, да, вот именно чтобы душами были а, соединены, да, то есть как-то вот в таком плане. В принципе, возможно, сказали, что возможность-то не забирается у вас. Просто смотрите сами. Не соглашайтесь на то, чего вы не хотите. Не пляшите под его дудку. Стройте отношения так, как хотите вы. И у вас, в принципе, есть даже возможность этого человека заставить думать по-другому и относиться к вам по-другому. Даже так. Хорошо, спасибо данному варианту. Если вам понравилось, ставьте лайки, отпишитесь в комментариях, насколько с вами срезонировало, поделитесь, какой у вас партнер, да, какое у вас впечатление о нем осталось. А мы переходим к следующему варианту. Третий вариант у нас король мечей. Посмотрим, что данный человек думает вообще о вас. Ну, тут человек как-то смотрит, что вы достаточно сильны в каких-то позициях, да, он видит вашу мудрость, красоту, силу воли, но он не хочет это принимать, видеть в женщине. И он может вас здесь сознательно пытаться обесценить. Даже если он где-то видит внутри, да, чувствует вашу силу, но извне он может транслировать другое. То есть как-то пытаться вас немножко где-то унизить, припустить, что вы там сильно не зазнавались, да, чтобы ему так было проще. Хотя, с другой стороны, теплые чувства он к вам имеет. У нас выпала шестерка кубков, да, то есть человек все-таки хочет душевного тепла, хочет любви, хочет каких-то таких отношений, но вот здесь у него тут могут быть свои нюансы с тем, чтобы выражать какую-то любовь, да, то есть человек, может, не привык к этому, достаточно холодным и закрытым может быть, в принципе, ну, не зря это король мечей, да, поэтому как-то ему, возможно, ну, тяжело сказать там слова любви, тяжело признаться там, да, сказать что-то нежное.
как это может как за слабость воспринимать, да, возможно, ему в детстве этого не говорили, да, и у него этого не осталось. И вот и он хочет быть, ну, лидером, хочет быть сильным, хотя внутренне вот есть где-то вот обиды и свои какие-то нюансы в голове, да, которые ему мешают строить эти отношения, но вас он видит достаточно сильной, достаточно такой значимой персоной, но он не хочет вам это показывать и будет пытаться, опять же, вас принизить, чтобы на этом фоне, ну, чувствовать себя ниже. То есть потому что хочет с вами отношения, а с вами нужно соответствовать. Соответствовать не можем, немножко вас принизим. Как-то так. Ну, посыл как бы хочет любимым быть и любить вас хочет. Просто, ну, может, не умеет. Пока вот у него тоже свои нюансы. То есть идеальных людей нет. Да? Давайте посмотрим, будет ли вообще проявляться и пытаться с вами что-то строить. Да, здесь будет. Но пока что по легкости, конечно. Ничего, никакой приносить не давая. Если вы там будете высказывать какие-то свои желания, то пока что они будут без результата. То есть, ну, максимум может пообещать, но не факт, что сделает, да. То есть пока что вот такая будет позиция. То есть проявляться это будет, но особо не пытаясь влаживаться, исполнять ваши желания, там что-то, да. То есть как бы по взаимодействию хочет пока что по-легкому. Пока что как бы со стороны понаблюдая, получив удовольствие, вот какая-то там встреча, да, то есть пока что вот в таком формате. Давайте давай вам возьмем совет, как вам поступать с данным человеком. Ну, смотрите, если вам нравится он, то, в принципе, повзаимодействуйте, но не делайте того, что вам не будет нравиться, да, то есть в рамках того, что вас устраивает. Если вам нравится какое-то отношение его к вам на данном этапе, да, несмотря там, что, может, у него какие-то там пока что другие тайные желания, которые он не озвучит реальные, да, что он просто вас хочет, но стремление хорошее у него есть. Ну и зацепитесь на это за стремление. То есть пока вам нравится общение с ним, то, как он с вами общается, общайтесь, да. Если не нравится, вы можете ему об этом сказать. Как бы, извини, так нельзя. То есть вот это вот мне не нравится. То есть в таком формате я общаться не хочу. То есть выражайте то, что будет вам по душе. Любите себя. Любите его, если он как бы выражает к вам такие действия, то есть, ну, достаточно, как, ну, как джентльмен, да, ведет себя достаточно хорошо, то есть на это и реагируйте, то есть благодарите, цените его за то, что он делает. Может, он еще пока сам не понимает, что может вас влюбиться, да, в итоге и прийти к чему-то другому. Может, вы станете для него трансформатором. Потому что желание к хорошему у него есть. Просто вот, возможно, не было прошлого и фундамента нету хорошего, на который это можно было наложиться. Поэтому здесь как-то он может себя не вести неправильно, либо думать неправильно, по крайней мере, пока, да. Но шансы есть. Все зависит от того, как будет проявляться он и как это будет нравиться вам. Поэтому взаимодействуйте, пока взаимодействуйте, а там, скажем так, уже будет видно. Хорошо, спасибо данному варианту. Если вам понравилось, ставьте лайки, отпишитесь в комментариях, насколько вам данный человек понравился, насколько с вами, скажем так, срезонила ситуация и насколько вообще, какое впечатление он оставил о вас. Вернее, ну да, сложилось у вас о нем впечатление. Хорошо, мы переходим к следующему варианту. У нас король чаш. Посмотрим, что данный человек думает о вас. Ну, чтобы понимать вообще, стоит ли дальше с ним как-то взаимодействовать дальше, да? Что он думает о вас? Так как-то он такой закрытый, неуверенный в себе, честно говоря. Он еще не определился даже в том, что о вас думать. Как-то он пока что может думать, что вы закрытая, может, достаточно себя закрыто вели, и он пока что, ну, пока не знает о вас ничего, да. Кроме того, может думать, что вы как-то ничего не проявляетесь активно как-то в его сторону, да, а он бы хотел бы другого. Все-таки король чаш, он хочет как бы внимания к себе, удовольствия, он хочет чувствовать, ну, ласку, нежность, заботу, да, любовь на себе, чтобы его тоже гладили не против шорстки, да, а наоборот, там как-то говорили ему, какой он классный, то есть ему тоже этого не хватает. А с вами как-то вот пока что 50/50. Вроде бы и нравитесь, но как-то непонятно. Вы здесь, может, молчите, да, ходите в молчанку, ну, по крайней мере, не пытайтесь его добиться такого красивого, классного, да. Поэтому пока что вот здесь вот так вот тихо. Как-то он еще не определился даже в том, что думает о вас. То есть пока что вы для него загадка, скажем так.
Темный лес. Хорошо, посмотрим, будет ли он проявляться, чтобы узнать у вас побольше. Ну, показывает, что пока что нет. Он может понимать, что вы достаточно серьезная такая дама, то есть где-то там себе на уме. Может, он вам и не понравился, в принципе, да. А может, вы его не рассматриваете даже для семьи. То есть, ну, посчитал, что если вы как-то с ним не взаимодействуете, скорее всего, ну, как бы вы его отшить могли, да, вот такими вот действиями. То есть, как бы и он не будет прятаться, по крайней мере, пока семью с вами не видит, и сам думать, что вы, скорее всего, тоже с ним не хотите взаимодействовать и тоже его для себя не рассматриваете. Кроме того, Ам, у него здесь могут быть проблемы с работой, ну, либо безработный, либо сейчас остался без работы, либо сейчас недостаточно у него денег, да, то есть на то, чтобы вкладываться, когда встречаться. Ну и как-то он пока что не готов, вот как-то вот. То есть здесь большая вероятность, что он может просто исчезнуть и больше не позвонить. Ну, давайте вам возьмем совет в таком случае. Вот тут куча страхов. А может быть, это вы боитесь отношений? Поэтому и отгоняете от себя людей. Как-то вот так вот вам совет, по крайней мере, здесь такой. Хорошо, отпишитесь, пожалуйста, насколько на вас вообще произвел данный человек впечатление. Действительно ли он прав, что вы какая-то закрытая, и он вам не понравился, да? Возможно, следующие какие-то расклады сделаем, чтобы помочь вам выйти из этого состояния, с ваших страхов. Отпишитесь. Хорошо, спасибо тем, кто смотрел. Если понравилось, ставьте лайки. А у нас на сегодня все. Хорошего дня. До свидания.